Украинские воины показали работу БМП «Брэдли». На видео запуск противотанкового снаряда по позициям оккупантов, который попал точно в цель. Ну а это видео, где наши бравые танкисты на северском направлении затрофеили редкий полностью исправный российский танк Т-90С. Это экспортный вариант Т-90. Танк на ходу в рабочем состоянии. В видео опубликовал командир бронегруппы батальона К-2 из 54-й бригады. Батальоном К-2 был затрофеен русский танк. Аналогов нет. Аналогов нет, да. С тепловизорами, с рэбом 8-диапазонным, с мангалом, с камерами везде. Все установлено. Дякуємо шановним, нешановним оккупантам. Нередко ВСУ трофеет танки россиян, экипажи которых сбежали с поля боя. Ну, это практически везде. Совсем недавно вы могли видеть кадры с высоты полета украинского беспилотника, как вражеский ЗРК «Оса» героически собою отбил атаку украинского дрона. Тогда еще в комментариях россияне писали, что, мол, промазали украинцы и ЗРК цел и невредим. Предлагаем вам кадры с места прилета, снятые российскими солдатами. Что да, смотри, как часть вынесла, видишь, прям вырвала ее на опу. Там двигатель. Алюминий как вытек, да? С такими слитками лежит. Ага. Контейнеры, их просто развернуло. И перекосило. Я говорю, двигатель выкинуло. Это Химарь прилетел. То есть ее, скорее всего, FPV-шкой остановили, а Химарь добил. Номер такой. Да я вижу. Ну это вообще вот вверх прилетело. А вот сюда прилетел, походу. Ее, может, подвинули просто эту машину? Ну, скорее всего, ее с дороги-то убрали, да. Это да, это, блядь, это не FPV. Однозначно не FPV, он колесом стоит прям. Это как раз Химарь, как у нас, ее добил. Ну и потом, скорее всего, уже допинали ее потом еще и FPV-шками, видишь, кто? Чтобы уже до конца. Да. Ну это Химарь точно здесь прилетел. Химарь присутствует, вон как раз с той стороны, ты прав. По левому борту ей прилетело. Ранее мы сообщали, что 23 октября была уничтожена украинским, патриотически настроенным БПЛА, российская радиолокационная станция «Подлет», в районе мыса Тархан-Кут, Крым. Станция тогда не заметила угрозу с воздуха. И вот сегодня в сети, российский телеграм-канал, показал фото с места прилета. Тогда жители страны лаптей и балалаек в комментариях писали, что все это неправда. Ну, как мы можем видеть, что ничего страшного с данной РЛС не случилось? Немного подкрасить и снова в строй. Также хотим сообщить, что Великобритания и Германия вооружат украинские вертолеты Sea King современными ракетными системами. Эта информация размещена на сайте правительства Соединенного Королевства. Конкретный тип ракет не был указан, однако возможны следующие варианты. На данных кадрах утилизация российской боевой машины поддержки танков «Терминатор». По мнению старого кремлевского маразматика-фашиста, это лучшая в мире боевая машина в своем классе. Вчера воины из 79-й штурмовой бригады поймали неплохой улов на Кураховском направлении. 2 точными сбросами в моторный отсек сначала обездвижили «Терминатор». Русский экипаж позорно бросил машину и убежал с поля боя. Потому что русские сразу бегут в военкомат. А наши воины при повторном взлете занялись работой уже по полной утилизации боевой машины оккупантов до стадии пепел. Видео разместил телеграм-канал «Офицер Плюс». Ссылка на источник будет в описании. Он как на позицию выходит, все. Партизаны АТЭШ зафиксировали передислокацию подразделения российской армии после украинского удара по ним в Запорожской области.
Вот что написали партизаны на своей странице Telegram. Агенты нашего движения докладывают о перемещении танков и другой военной техники после успешного удара сил обороны Украины по позициям оккупантов в Запорожской области. Сообщается, что в результате удара было уничтожено несколько единиц техники и личного состава врага. Агент в течение нескольких дней фиксирует, как с оборудованных позиций в тылу области перемещают танки, БМТ и военные грузовики с людьми и снаряжением. Тем не менее, мы проследили, куда они перемещаются, и оперативно передали эту информацию силам обороны Украины. Вскоре им снова придется перемещаться. Конец цитаты. Молодцы, Атеш. Они настоящие патриоты России. И действует очень эффективно. Сегодня идет 928-й день трехдневной войны фашистской федерации против суверенной Украины. Россиянин едет по трассе Рыльск-Курск и восхищается работой своего ПВО и красными, точнее коричневыми линиями своего бункерного главнокомандующего. Эти слова восхищения мы решили запикать, так как у Ютуба от такого уши и вянут. Что-то тут жестко. Вообще жестко. Вижу такую картину, что разбитый КАМАЗ, видно только что разбитый. FPV где-то летает. FPV-шкой походу лупануло. И никто все едут и никто не останавливается. Может там пацаны, я не знаю. Вывезли. Все тут притормаживают, но никто не останавливается. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. Просто на трассе топоры повылетало. Просто по плану. Вот по графику. Украинские оборонные компании разработали и представили технологию роя дронов. Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. Он показал данное видео. Технология на базе искусственного интеллекта позволяет объединить в единую сеть сразу несколько десятков дронов. 17 команд производителей. 7 из них представили свои наработки технологии роя дронов. Остальные 10 показали технологию управляемых боеприпасов. Эти решения были на разных стадиях готовности и показывали разные подходы к решению задач, сообщил министр. Мы работаем над количеством таких изделий, но качество должно идти впереди. Оборонка должна поставлять в армию инновационные решения, которые действительно нужны силам обороны сейчас и в ближайшем будущем. Максимально эффективные. Актуальные продукты, рассчитанные на условия, в которых происходят военные действия, отметил Герман Сметанин. Агент движения Атеш из числа российских военнослужащих сумел проникнуть на один из командных пунктов 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады оккупантов в Донецкой области. Здесь сосредоточено множество офицеров, которые организуют управление боем на одном из участков в Донецкой области. Об этом написали в своем телеграм-канале партизаны движения. Далее цитата. Наш агент сумел собрать значительный объем данных о расположении личного состава, техники и складов противника, часть из которых уже была успешно уничтожена. Это ослабило возможности оккупационных войск к ведению наступательных действий на одном из направлений. Агент успешно переброшен на другое направление, оставаясь незамеченным. Указанное формирование входит в состав группировки войск «Восток», которая сейчас ведет активное наступление на юго-востоке Украины. Именно эта бурятская бригада совершала множество военных преступлений в Киевской области. Благодаря нашей работе они были за это кратно наказаны. Информация оперативно передается силам обороны Украины и публикуется с их согласия. Конец цитаты. Бойцы батальона беспилотных систем 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ утилизировали до стадии «Пепел» 2 вражеские самоходные артиллерийские установки «Пион». Произошло это в тылу противника, в 25 километрах от линии фронта, возле оккупированной Горловки, Донецкой области. Удары были нанесены с дронов-бомберов «Немесис». При корректировке аэроразведчиков штурмовой бригады нацполиции «Людь». Досмотрите до конца и мы покажем, что это такое «Немесис» ВСУ. Уже видно, что одна установка, как говорится, накалена до предела и готова стать факелом. Поэтому второй подарок отправлен в корпус рядом стоящий САУ. Оба огненных подарка доставлены точно по адресу, жалоб от получателей не поступало. Он как на позицию выходит, все. Ну и теперь пару слов про «Немесис». Информация взята из интервью разработчиков, которые они дали изданию «Украинская правда».
Они рассказали, что Немесис способен лететь на расстояние более 20 километров. Для бесперебойной связи в Немесис интегрировали терминалы спутниковой связи Starlink. Это позволило преодолеть ограничения обычной связи и предоставило широкий спектр возможностей. Операторы тяжелых дронов Немесис теперь находятся в Киеве. Военным на фронте остается только подготовить боеприпасы на дроне и запустить его. Россия приступила к поднятию остатков крупного десантного корабля проекта 775 в Феодосии, который не подлежит восстановлению. Соответствующие работы по поднятию основных частей крупного десантного корабля проекта 775 начались в конце октября 2024 года. Фото с одной из частей корпуса десантного корабля было опубликовано участником российского форума «Авиабаза», предположительно также участвующего в утилизационных работах. На опубликованном фото, по словам автора, происходит подъем кормовой части корабля, что свидетельствует о его утилизации и невозможности восстановления в результате произошедшего на борту мощного взрыва. Напомним, что данное корыто было превращено в экспонат для дайвинг-экскурсий воздушными силами ВСУ. 26 декабря 2023 года во время стоянки в Феодосийском порту, временно оккупированного Крыма. Тогда, в результате ракетного удара по нему на борту начался сильный пожар, после чего россиянам было предложено поиграть в игру под названием «Собери свой непобедимый десантный корабль из маленьких кусочков на дне моря». Это далеко не так. Далеко не так. Скорее, все наоборот.